Египет – страна в северо-восточной Африке и на Ближнем Востоке, а ее богатые истории, насчитывающие более 5000 лет, напоминают археологические памятники в плодородной долине реки Нил, среди которых пирамиды Гизы, Большой сфинкс, а также Карнакский храм, стены которого испещрены иероглифами, и долина царей с гробницами фараонов в районе Луксора. А находки ученых в Египте пугают. А перед тем, как я расскажу ужасающие находки в Египте, подпишись и поставь лайк. Ученый из Египта Захи Хавас рассказал, почему знаменитая кричащая мумия была похоронена с открытым ртом. В 1881 году ученых поразила находка в королевской усыпальнице Дейр-эль-Бахари. Среди захороненных членов королевской династии внимание привлекла кричащая мумия. Ее лицо скривилось, а рот был открыт от ужаса. Исследователи расследовали дело мумии больше 100 лет и, наконец, нашли разгадку. Исследовавший тело египтолог Захи Хавас рассказал, что компьютерная томография показала, что женщина умерла от тяжелого атеросклероза артерии, который доставляет к сердцу насыщенную кислородом кровь. Перед смертью женщина испытывала сильные боли, и ее похоронили с открытым ртом, повернутой в сторону головой и скрещенными ногами. Но это не единственная историческая загадка. Вспоминаем самые жуткие археологические находки, которые до сих пор вызывают вопросы. Клеопатра – самая известная правительница Древнего Египта. Она была царицей на протяжении 22 лет и безо всяких преувеличений является одним из самых популярных персонажей античного мира. Известно, что она была красивой и умной женщиной, которая также прославилась своей любовью к Марку Антонию. В последние годы ее правления Египет был захвачен Римом, и она лишила себя жизни, чтобы не стать пленницей Октавиана Августа. Она была похоронена вместе с Марком Антонием в гробнице, которая до сих пор остается не найденной. В 2022 году археологи изучали разрушенный египетский храм в городе Тапосирис-Магна и нашли крайне необычный туннель, который может вести в легендарную гробницу. Даже если это не так, обнаруженный проход является геометрическим чудом. В сети появились фотографии знаменитых фараонов и богов рядом с другими земными существами. Отмечается, что египтяне спустились с неба в яйцах или лодках, что стало золотым веком. К тому же все африканские памятники Гизы, комплекс пирамид возле Каира, были полностью совместимы с некоторыми созвездиями. А как многие утверждали десятилетиями, что предки современных египтян просто физически не могли построить невероятные пирамиды Гизы.
Поэтому эксперты предполагают, что передовые формы жизни из космоса смогли поделиться своими знаниями, либо сами и создали памятники еще до появления цивилизации. Согласно теории, что пирамиды построили инопланетяне, люди не могли знать и воздвигнуть пирамиды, направленные своими осевыми на Северный полюс без компаса. Поэтому эксперты склоняются к тому, что изобилующие своими знаниями и утопающие в технологиях пришельцы пришли и использовали свои технологии. Диск Сабу. Находка, сделанная в 1936 году в Саккаре египтологом Уолтером Брайаном Эмери. Во время раскопок масштабы чиновника первой египетской династии по имени Сабу. Захоронение датируется 3100 и 3000 годом до нашей эры. Сабу жил при дворе фараона Аджиба. Его высокий статус, влиятельность в государственных делах и богатство захоронения позволяют предполагать, что Сабу был сыном фараона. После склеивания фрагментов каменного артефакта, которые были найдены в погребении вместе с глиняными сосудами, он оказался круглой тонкостенной тарелкой или вазой с невысокими бортиками, 3 тонкими загнутыми к центру наплывами, лепестками и пустотелой цилиндрической втулкой посередине. В местах загиба лепестков края к центру окружность диска продолжается тонким ободом круглого сечения около сантиметра в диаметре. Материал диска – металлеврит, метасилт в западной терминологии, то есть сцементированный мелкий песок с примесью глины, подвергшийся воздействию высокого давления или температуры. 10,6 см, максимальный диаметр 61 см. Форма окружности не идеальна. При осмотре со стороны края диска невооруженным глазом видна асимметрия. Светлые сколы на краю осевой втулки указывают на окраску диска копчением, чернение гончарных изделий при обжиге или глазурью. Также это могут быть следы консервации музейного экспоната. Эта тарелка вызывает ряд вопросов как о непонятном назначении подобного предмета, способе, которым она была изготовлена. И хотя технику изготовления предмета ученые все же могут предположить, вопрос его назначения остается открытым.